Всем привет! Меня зовут Алена, это Дэймон. Он немножко посидит, но скорее всего убежит. Я безумно рада, мы безумно рады видеть вас в этом видео на моем канале. Сегодняшнее видео будет посвящено теме wellness. Что это за такое новое модное слово, чем оно отличается от привычного для нас слова ЗОЖ. Я хочу разобраться в этих двух понятиях, понять, какие есть различия и какие сходства между этими словами. Давайте разбираться. Если вам понравится это видео, дайте, пожалуйста, знать в комментариях, потому что мне очень важно понимать, вообще интересна ли эта тема, интересна ли тема wellness. Так, Димон, ты там что творишь? Таким образом, я буду знать, что эта тема интересна, и у меня в планах снимать много роликов и разговорных, и в том числе на тему wellness, и таким образом я пойму, что все-таки это будет нужно, важно и полезно. Прежде чем начать разбираться во всем этом, я хотела бы отметить, что у меня есть диплом врача по общей гигиене и эпидемиологии. Это такие небольшие артефакты того, что на самом деле я очень все это люблю. Но при этом в этом видео я бы хотела разобраться именно с точки зрения популярного подхода к теме wellness, разобраться не с умными терминами, с нагромождением разных доказательств, а именно просто понятно и чтобы было интересно. Также я надеюсь, что это видео вдохновит вас, смотивирует на то, чтобы использовать это новое модное слово wellness в своей жизни. Если вбить это слово в поисковике, то вылезут примерно вот такие вот картинки. Как вы можете обратить внимание, на ЗОЖ безумно похоже. Тот самый ЗОЖ, который нам рассказывали в школе, которые читали лекции о том, как нужно хорошо спать, правильно питаться и не иметь вредных привычек, потому что тогда портит здоровье. Но давайте разберемся с самых основ, что же такое здоровье. И так как я врач, не могу упомянуть определение здоровья по Всемирной организации здравоохранения, сокращенно ВОЗ. Так вот, здоровье – это состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. То есть уже исходя из этого определения мы можем сделать вывод, что это состояние не только нашего тела, но и состояние души. При этом wellness используется для определения состояния душевного и физического благополучия. То есть уже на этом этапе мы можем понять, что эти определения очень между собой совмещаются. Если мы обратимся к самому слову, то be well – это значит как раз-таки благополучное состояние. Это концепция здорового образа жизни как физического своего состояния путем различных физических нагрузок и питания, так и душевного путем медитации, йоги, замедления и различных практик, которые направлены именно на восстановление духовного баланса. Это любовь к себе, но с точки зрения именно любви и гармонии. То есть это не переедание чипсов, потому что ты любишь себя. Или наоборот, это не загоняние себя в тренажерном зале с тяжелыми весами, потому что ты тоже любишь себя. То есть здесь очень важен в этом слове, в этом термине и в этой идее баланс. То есть баланс физического составляющего с эмоциональным составляющим. Если мы начнем разбираться именно в ЗОЖе, то есть здоровый образ жизни, мы всегда представляем вот этих, не знаю, я лично представляю СССРовских спортсменов в здоровом теле, здоровый дух, вот это когда встаешь в 7 утра, делаешь зарядку, плаваешь в холодном бассейне, обязательно в холодном, чтобы закаливаться, то есть это всегда через какое-то, я не знаю, но лично у меня идет через негатив. То есть что тебя заставляют, потому что дисциплина должна быть превыше всего. Я такое не люблю. То есть я считаю, что все нагрузки, любые абсолютно, они полезны для организма, да и организм развивается только в состоянии стресса, но
Но тут можно остановиться чуть-чуть, обратить внимание, что любое занятие каким-нибудь делом, в том числе и спортом, какой-нибудь активностью, физической активностью, оно всегда должно идти через мотивацию. То есть вы хотите сначала поменять что-то у себя внутри, сделать свое тело лучше, подтянутее, здоровее, и за счет этого вы встаете в 7 утра делать зарядку с кайфом, потому что вы чувствуете, что вы становитесь классным, здоровым человеком, ваше тело говорит вам спасибо, а не то, когда вы встаете и заколебываетесь уже на этом первом этапе, потому что надо. Конечно, я не сторонник того, что все в жизни дается легко, это вообще не моя история, но при этом всем я считаю, что все с самого начала исходит из какого-то щелчка, вдохновения и огня внутри, и без этого огня даже вообще далеко не уйти. Но это я так немножко пофилософствовала, высказала какие-то свои внутренние теории, а мы возвращаемся с вами к образованию этого термина. Впервые это понятие в практику ввел один американский врач, его звали Альберт Дан, и произошло это в 1959 году. То есть это на самом деле не новообретенная точка зрения здорового образа жизни, это дальний план, это та теория, которая была еще в 20 веке придумана. Сначала он написал статью, как раз-таки в 1959 году, где обосновал 5 принципов wellness, а затем уже в 1961 году выпустил книгу, в которой рассказал об этом более подробно. Если вам будет интересно, я оставлю под описанием к этому видео 2 ссылки, как раз-таки на его статью и на книжку. Они, конечно, англоязычные, но для тех любителей, которые любят научную литературу, особенно которые умеют читать на медицинской литературе, думаю, может быть полезно, поэтому ссылки вы найдете в описании, а я немножко коротко расскажу об этом. Сама статья, которая заключала 5 принципов wellness, это как раз-таки первое. Движение и постоянные физические нагрузки. Второе. Союз расслабления, спокойствия и гармонии. Третье. Сбалансированное здоровое питание. Четвертое. Интеллектуальное развитие и умственная активность. Пятое. Забота о внешнем виде. То есть это те принципы, которые лежат в основу wellness. И тут можно обратить внимание, что если мы начнем разговаривать про ЗОЖ, то ЗОЖ это чаще всего закаливание, правильное питание, физическая нагрузка, отказ от вредных привычек. Привычки бывают абсолютно разные, начиная там от курения, заканчивая различными видами зависимости, в том числе и игровой или социальных сетей в современном мире. Это личная гигиена, то есть вот эти все принципы, они пересекаются косвенно, при этом имея в виду на самом деле друг друга, и вот так вот у них идет взаимосвязь. Как у ЗОЖа, так и у wellness главная задача — это профилактировать болезни и продлить жизнь человека, сделать ее более счастливой, гармоничной и приятной. И вот, наверное, именно вот эта гармония с самим собой, гармония со своим телом — это самое главное отличие, потому что сейчас начали большое внимание уделять для именно внутреннего нашего составляющего, и начинают проходить различные практики, терапии, находить в себе различных коучей или психологов, которые помогут им пройти через сложные жизненные этапы. Вот, наверное, основу вот этого всего заложили как раз-таки в 20 веке. Сейчас мы начинаем идти в сторону направления развития данного направления. Мы начинаем идти в сторону развития данных направлений. Мне кажется, это безумно круто думать о гармонии не только физического, но и внутреннего нашего составляющего. Когда мы говорим про ЗОЖ, чаще всего люди имеют в виду именно отказ от вредных привычек и физическая активность. Причем она чаще всего такая жесткая, скажем так, надо бегать каждый день, надо плавать каждый день, прыгать каждый день, еще качать попу, руки и ноги. Wellness — это больше что-то про более мягкие подходы, про растяжки, это про йогу, это про пилатес,
что-то вот такое, в чем ты, конечно же, придешь к физической активности и приведешь свое тело в норму, но как раз-таки больше через гармонию, через дыхание, через познавание себя, своих мышц и через что-то очень плавное и гармоничное. Кроме того, в ЗОЖе на самом деле вообще не выделяется тематики внутреннего состояния. Да, там есть, конечно, про то, что нужна гигиена, то есть это все равно внешний вид, это чистые зубы, чистая кожа и так далее, но при этом это больше как именно какие-то правила, которые нужно соблюдать. 2 раза надо чистить зубы, потому что так надо, а не для того, чтобы у тебя была красивая улыбка и зубы потом не выпали в старости или не в старости. Вот, в wellness это что-то больше про любовь к себе. Хальберт Дан писал: западная культура склонна подразделять изучение человека на 3 основные области. Тело, которым в первую очередь занимается врач, разум, которым в основном занимаются педагоги, психологи и психиатры, и дух, введенный по попечению религиозных наставников. Однако хорошего самочувствия на высоком уровне нельзя достичь по частям. Человек не может быть здоровым физически, если он болен духовно. Ну и подведя итог всему этому видео, хочется сделать небольшие выводы. И к этим выводам можно отнести, что именно делают последователи wellness. Все, чтобы чувствовать себя хорошо. Все, чтобы человеку внутри самим собой было комфортно, чтобы его физическое и эмоциональное состояние были гармоничны друг с другом и приносили удовольствие. Хочется читать книжку, читаешь книгу. Хочется медитировать, ты медитируешь. Хочется бегать, бегаешь. Хочется плавать, плаваешь. Хочется танцевать, танцуешь до упада. То есть это все виды проявления активной любви к самому себе. Но тут очень важно не путать на самом деле лежание на диване с той же самой прослушиванием аудиокниги и лежанием на диване перед ноутбуком за сериалом несколько суток с чипсами наперевес. Мне кажется, в какой-то момент баланс у различных действий, он имеет последствия перевешивать в ту или другую сторону. Поэтому баланс очень важен в нашей жизни, очень важен в концепции wellness. Если это правильное питание, тут тоже не счет калорий каждого миллиметра. Мне кажется, об этом говорится просто из каждого утюга, но я тоже скажу это. То есть любовь к себе проявляется именно в делание того, что ты хочешь и то, что тебе нравится, но понимание головой, правильно ли это для твоего тела физически и эмоционально. Конечно, все индивидуально, все виды активности индивидуальны. Кому-то подойдет тренажерный зал, а кому-то пилатес. Здесь единственное только, что вы можете сделать, это попробовать самостоятельно. Я вообще такой человек, который либо граничит между монахом на 3 дня и сенсором. Человек, который постоянно меняет все увлечения и которому сложно усидеть на месте. Поэтому я вообще сторонник пробования всего на свете. Я могу в один день пойти на пилатес, а потом на следующий день пойти в какую-нибудь греблю и ушатать себя полностью, и на следующий день, не знаю, пойти на йогу и там уже простягиваться. И я советую вам, если вы такой же человек, как я, сенсор или монах на 3 дня, я сниму в этом видео, очень интересная тоже тема для обсуждения, то я вам просто безумно завидую и понимаю вас, потому что вы можете заниматься всем, чем только можно, и получать от этого удовольствие. Если вы более замкнутый человек, и вам необходимо уделять какому-то делу больше времени, более скрупулезно, то просто попробуйте 1-2 раза сходить на разные направления. Это если касаемо спорта. Если это касается
медитации, например, или аффирмации. Есть очень много различных книг. Если вам будет полезно, я могу поделиться в следующих видео подборками тех книг по саморазвитию, которые я уже прочитала и которые я бы вам рекомендовала. На самом деле тема саморазвития такая крутая, потому что про нее можно говорить бесконечно, читать бесконечно, и все идеи очень часто пересекаются между собой, при этом дополняя, и никогда не бывает достаточно любой информации, потому что вот ты прочитаешь книгу, посмотришь видео, им замотивированно идешь вперед, и все равно этой мотивации хватает максимум на неделю. После этого ты возвращаешься в более привычный ритм, поэтому я люблю с какой-то периодичностью возвращаться к различным источникам тематик саморазвития. И надеюсь, это мое видео будет вам тоже полезно, замотивирует вас на развитие в сфере wellness, на любовь к себе, к своему телу, к физическому составляющему, эмоциональному составляющему, гармонии и также заботе о внутреннем своем состоянии, о красоте вашей души и тела, и смотивирует развиваться в этом направлении. Я была очень рада с вами сегодня поболтать. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если вам понравилось это видео. И до новых встреч. Пока-пока!